Всем привет! В связи с последними событиями в мире я решила изменить название моего канала. Меня зовут Мария Рэй. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Я решила добавить еще один раздел, в котором я буду обсуждать события недели и, конечно же, выкладывать видео каждую неделю, пока хватит сил. Я также очень надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк, потому что для меня это очень важно. Последняя неделя, конечно, была сумасшедшая. Все уже, я думаю, забыли об Олимпиаде, ковид отошел на второй план. То, что произошло за эту неделю, многие не ожидали увидеть. Конечно же, были предпосылки. Украинская разведка знала, и американская, конечно же, знала. Да что и говорить. Собственно говоря, данные о российских войсках на границе с Украиной поступали уже довольно-таки давно. Но все-таки, мне кажется, большинство людей и большинство правительств в таких странах, как Германия, Америка и так далее, они надеялись, что все-таки эту проблему можно решить мирно путем переговоров. Но все пошло, конечно же, не так. Я следила уже давно за каналами, телеграм-каналами, которые имеют информантов в Кремле или в околокремлевских структурах. И, конечно же, эти дискуссии по поводу войны шли давно, уже несколько месяцев. Обсуждалась потенциальная дата начала военного конфликта. Точно было принято решение не вводить войска, не начинать войну во время Олимпийских игр. Но все-таки конец февраля указывался как более вероятный момент для проведения этой операции. На тот момент это, конечно, как мне казалось, была операция. Я не ожидала, что после вот этих авиаударов они начнут полномасштабное вторжение. Я думала, они проведут серию авиаударов, потом предъявят очередной ультиматум, который бы Украина, конечно же, отвергла бы, и потом бы они начали уже кампанию. Но Путин торопится, и он решил все делать сразу. Почему он торопится? Тут есть два момента. Первый, он, конечно же, себя, мягко говоря, не очень хорошо чувствует. Он болен. Ему хочется, конечно, успеть сделать как можно больше. Важный момент состоит в том, что сделать как можно больше он понимает противовес всему миру, потому что понятие добра и зла у него, я думаю, давно искажено. Он уже в конце концов у власти 22 года, и за такой большой срок многое в голове происходит у человека, у любого, не только у Путина. Поэтому, конечно, он торопится из-за состояния здоровья, но также потому, что у него уже давно была идея в голове создания русского мира. Это тоже очень важно. То есть это же не появилось вчера. Он уже привел войска на территорию Украины. Напомню, это было аж в 2014 году, то есть 8 лет назад. И какое опять совпадение? Это произошло после Олимпиады в Сочи. Опять, мне кажется, тут много символизма не только в том, что обе войны, обе кампании начались после Олимпиады, но также потому, что 23 февраля в России это День защитника Отечества. То есть буквально праздновали этот праздник, отстучали сапоги в Большом театре, отпели все возможные военные песни в Большом театре и тут же начали кампанию. Видимо, все вот это действие 23 февраля было нацелено на поднятие духа российских войск. Ну, как мы уже видим, этот дух, он изменился за эти дни. Если еще в первые пару дней все шло как-то так более-менее для военных и для Путина, то потом уже стало понятно, что путинские планы не оправдываются. Он поставил очень амбициозные планы по разным данным. Он надеялся выиграть эту войну за 2, за 4 дня, ну максимум за 2 недели. Мы видим, что то, что он запланировал, не происходит. Почему это не происходит? Потому что украинцы показали недюжую способность объединяться, поддерживать друг друга, бороться с агрессором. А, конечно же, в данном случае Россия агрессор, по-другому ее невозможно воспринимать. Путин этого не ожидал. Я думаю, что ему предоставили неправильные, неточные данные об его поддержке на Украине. Почему-то он думал, что
если уж не с распростертыми объятиями его примут, то, по крайней мере, не будут ему препятствовать, как это было, собственно говоря, в 2014 году. Кстати, очень жаль, что Запад тогда не ввел какие-то более серьезные санкции. Ну, если не такие, как сейчас, но, по крайней мере, какие-нибудь более серьезные, потому что, возможно, мы бы сейчас не проходили через то, что мы проходим. Но тогда, к сожалению, Путину никто не помешал. И он решил продолжить кампанию, продолжить свою идею восстановления Советского Союза или создания этого русского мира. На Украине на самом деле бы все не закончилось. Он бы дальше пошел в Молдову, если бы все было согласно его планам на Украине. Возможно, в Грузию, в Армению. Мы уже видели его вторжение в Грузию в 2008 году. И, конечно, в принципе, это была бы еще одна страна, в которую бы он, наверное, скорее всего бы захотел войти. Я не думаю, что в данный момент велика вероятность его вторжения в какие-либо другие страны, просто потому что на Украине, естественно, идет все не так, как он хотел. Что делает сейчас Путин? Он очень агрессивен, он очень зол, он не привык проигрывать, поэтому он будет продолжать повышать ставки. Мы уже видели, что он пригрозил ядерным оружием, по сути, поставив мир, приведя мир на границу ядерной войны. Ну, естественно, Третьей мировой войны тоже. Конечно, он будет опять же пытаться изменить тактику, как он уже сейчас на самом деле делает на Украине. Ведь если вы посмотрите, в первые пару дней не было такого большого количества жертв среди гражданского населения на Украине. Опять же, данные, конечно, разнятся, мы не можем знать их наверняка, но было такое ощущение, по крайней мере у меня, что они, я имею в виду военных российских, они не пытались прям уж так откровенно нагло убивать жителей местных. Когда Путин увидел, что идет все не по его плану, он, мне кажется, просто принял решение громить уже всех, уже неважно кого, быть полностью беспощадным. И я не знаю, он, может быть, пытается превратить Украину в Сирию, но это не пройдет, потому что просто элементарно. Все-таки Украина – это часть Европы, и он не может там разбомбить и уничтожить население, как ему, наверное, хочется. Очень хотелось бы также поговорить с вами о количестве жертв. Но жертв не среди местного населения, которое оценить сложно, да и вообще это тяжелая тема. На самом деле я буду говорить о жертвах среди российских военнослужащих. Опять же, данные очень разнятся. Они где-то данные находятся между 4 и 8 тысячами. Сейчас уже идет 7-й день войны, поэтому вы можете предполагать, что эти потери будут только расти. Самое главное, что Путину совершенно на этих людей, на умерших людей наплевать. Так же, как и на тяжело раненых. Они просто брошены на Украине. Никто их не хочет забирать, никому они там не нужны. Да, собственно, в России тоже, кроме их собственных матерей, которые пытаются сейчас по горячей линии, которую, замечу, установила не Россия, а Украина. Так вот, они по этой горячей линии пытаются узнать, что с их детьми происходит вообще. То есть опять вот конкретно эта ситуация очень хорошо и наглядно показала огромную разницу между украинцами и русскими, между Украиной и Россией. Украина все-таки построена на демократических ценностях, которые предполагают ценность человеческой жизни. В России все наоборот. Для Путина эти люди, которые погибли и погибают, они ничего не значат, как и вообще жители всей страны. Они для него просто, как это сказать, разменная монета, он их использует для достижения своих собственных целей. Это очень нужно четко понимать. Также я хотела сказать, что, как уже я сказала, количество убитых очень велико, оно будет только возрастать, но Путина это не останавливает. Он будет наращивать, мне кажется,
войска, приводить еще больше людей, возможно, ведут воинскую повинность обязательную, которая распространится на какое-то количество людей. То есть, мне кажется, он будет идти до конца. Поэтому, когда начались переговоры на этой неделе между сторонами, я, честно, не была даже, не могла поверить в то, что что-то из них получится. И действительно, военные действия на самом деле не прекращались во время этих переговоров. Очень хотелось бы тоже поговорить с вами о том, что происходит сейчас в России. Конкретно меня интересуют митинги, вообще реакция людей. К сожалению, годы пропаганды, годы лжи на главных телевизионных каналах страны сыграли свою роль. Я думаю, все-таки больше 50% людей в России до сих пор поддерживают войну. Возможно, санкции как-то откроют глаза хоть какому-то числу населения. Но будут и такие, которые будут до конца уверены, что во всем виноваты, естественно, США и Украина. Есть количество какое-то людей, которые против того, что происходит сейчас на Украине. И о них тоже очень важно говорить. Вы уже, наверное, видели данные, что больше 5000 людей было задержано по всей стране на антивоенных митингах. И это очень много на самом деле, потому что люди запуганные, они не хотят получать штрафы, они не хотят сидеть в тюрьме. Я их прекрасно понимаю. В основном, кто выходит на митинги, это молодежь. Это молодые люди, которые не хотят жить в той стране, которую создал для них Путин. Но, к сожалению, им приходится платить цену этому. Цена не настолько, конечно, высокая, как на Украине. Там люди сражаются буквально за свою жизнь. И я аплодирую смелости, их уверенности в том, что они не сдадутся, что они будут стоять до конца. И, конечно, Зеленский своим примером это очень хорошо показывает. Путин, в отличие от него, где-то прячется. И опять же, очень большая разница между лидерами здесь, потому что один смелый, он на передовой, а другой, понятно какой. Он же сам не... Вот представьте себе на секундочку, вот вы можете себе представить, что Путин поехал поддержать российские войска на Украине. Это вообще даже смешно мне говорить, потому что это просто невозможно. Для него это немыслимо. Он уже много лет прячется в своем мире, в котором он живет. Он ни с кем особо вне пределов этого мира не контактирует прям плотно. И, соответственно, это влияет на сознание. Опять же, хотелось бы с вами поговорить, точнее вернуться к митингам в России. Значит, я уже сказала по поводу пропаганды, я уже сказала по поводу задержаний. Есть, конечно, люди, которые подписывают петиции и письма, и это тоже понятно, но Путину, опять же, на это глубоко наплевать. Это не остановит его. И вот тут главный вопрос, что может его остановить? Или, точнее, какие дальнейшие сценарии развития действий? На мой взгляд, их, естественно, несколько. Некоторые более вероятные, некоторые менее вероятные. На мой взгляд, одним из самых маловероятных сценариев является дипломатия, переговоры. Мы уже увидели, что они не работают. Для Путина, который считает, все видит только в черном и белом свете, они не вариант, потому что он хочет победы. И, как я уже сказала, я уверена, что он будет идти до конца. И сейчас мы поговорим, что, собственно, концом здесь является. В дипломатии совсем другие подходы. И да, действительно, они начали переговоры пару дней назад, но это же было специально, чтобы либо отвлечь внимание от того, что происходит, либо припугнуть. То есть серьезно к этому никто не относится. Я имею в виду с российской стороны. Второй маловероятный вариант – это начало ядерной войны. Почему он маловероятен? Конечно, Путин особый человек. Как я уже сказала, он давно живет в своем мире. Сейчас он где-то прячется. И он, конечно, умирать не хочет. Но мне кажется, он будет наивен, если подумает, что все-таки он не умрет или там его семья не пострадает в результате ядерного удара. Ведь понятно, что он произойдет в отместку, точнее, в ответ после того, как он нажмет эту кнопку, грубо говоря.
То есть мне этот вариант тоже не представляется особо реалистичным. Третий вариант более реален. И он, собственно говоря, заключается в том, что какое-то количество людей вокруг него могут просто сплотиться и, собственно говоря, убрать его. Когда это произойдет, сложно сказать, и вообще произойдет ли, но у этого вероятность есть. Четвертый вариант, опять же, мне кажется, не очень реалистичным, но в истории есть такие примеры. Далеко ходить не надо. Допустим, Гитлер тот же самый, собственно говоря, убил самого себя. Пятый вариант. Пятый вариант обсуждался некоторыми комментаторами. Я особо, опять же, в него не верю, потому что, как я уже говорила, Путину не нужна дипломатия. Он хочет все, хочет, естественно, все. Но он либо получит все, либо ничего. И он хочет это, конечно, получить. Это все его. В чем, собственно, этот вариант заключается? Есть предположение, что, допустим, войска из Польши, из каких-то балтийских стран зайдут на границу, то есть остановятся на границе Украины, будут там базироваться, таким образом сохраняя украинскую государственность, по крайней мере, на западной части страны, если у Украины не будет возможности сохранить города, допустим, на юге, на севере и так далее, и, допустим, Киев тот же самый. И таким образом, по крайней мере, на западной части страны Украина еще будет существовать. И, возможно, это как кого-то, может быть, устроит. Но, честно говоря, я не думаю, как я уже сказала, что это вариант для Путина. И последний, на мой взгляд, достаточно хороший, точнее, более реалистичный вариант – это начало действительно серьезной военной кампании Третьей мировой войны. Почему это возможно? Потому что Путин уже дал установку на то, чтобы, собственно, с гражданскими лицами не церемонились. То есть реалистичный сценарий такой, что сейчас вот погибают тысячи людей, я имею в виду и военных, и гражданских, а счет может пойти на сотни тысяч. И вот опять не верится мне, что Запад будет спокойно смотреть на это все и ничего не сделает. То есть вполне реально они просто ведут войска. Я говорю, допустим, Великобритании, о США, каких-то других странах. И таким образом, естественно, начнется, опять же, Третья мировая война. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Я ни в коем случае не глумлюсь над российской армией, над Россией в принципе. Я там много лет жила, мне очень жаль, что это происходит, что своими действиями Путин оттолкнул страну на многие годы назад, может быть, даже на десятилетия. И пройдет очень много времени, прежде чем восстановится доверие к стране, восстановится уровень жизни и просто даже изменится психологическое состояние у людей. К сожалению, они продолжают быть зомбированными, пропаганда сильна как никогда, на независимые СМИ, которые еще как-то функционируют, оказывается большое давление, и это не может не удручать. Но все-таки я надеюсь, что эта война в скором времени остановится, и мы сможем заново отстраивать отношения. Не знаю, сколько пройдет времени, когда мы сможем снова говорить друг с другом, я имею в виду украинцев и русских. Я прекрасно понимаю отношение украинцев к русским сейчас, но, может быть, когда-нибудь мы снова станем друзьями. Спасибо большое. Увидимся на следующей неделе.